Друзья, всем привет! Из этого выпуска вы узнаете о том, как прошли 10 съемочных дней клипа Димаша Кудайбергена «Be With Me» в Казахстане. О том, будет ли вторая часть и продолжение сюжетной линии нового музыкального видео. О чем поведал Димаш, а о чем скромно умолчал. Кто является спонсорами клипов Кудайбергена и кто все-таки эта загадочная певица-незнакомка из клипа. На своем YouTube-канале Димаш Кудайберген порадовал интересным фильмом о подробностях съемок клипа «Be With Me». Заметьте, это первый большой фильм от первых лиц, работавших над видео. Самого Димаша, украинского режиссера, приехавшего из Москвы Радислава Лукина, оператора-постановщика из Алматы Азамата Дулатова. Рядом не было привычного жизнеописателя-артиста Максима Покидова, больше знакомого нам как Crazy Max. Конечно, не хватило цепкого взгляда опытного блогера, но ничего, Димаш отлично справился сам, продемонстрировав себя не только автором идей клипов, но и талантливым блогером. Кропотливая работа Димаша в таком амплуа сразу же попала в тренды, о чем авторы с радостью сделали отметку под видео. Поздравляем! Нахождение в трендах – одна из самых высоких оценок качества и популярности видео на платформе. Только вот интересно, кто снимал самого артиста в его фильме «Димаш за кадром». Неужели сам оператор-постановщик Азамат Дулатов? Нет, конечно, потому что в кадре были и Димаш, и Азамат. Как вы думаете, кто в таком случае заменил Crazy Max'а? Напишите об этом в своих комментариях. Из рассказа участников съемочного процесса стало понятно, когда и в каких условиях были сделаны те или иные фотографии, ранее опубликованные артистом на его страницах в социальных сетях. Например, забавное фото с Азаматом, где Димаш демонстрирует удар ногой, или фото с загадочной красавицей в автомобиле. Становится понятным, какой большой объем работы выполнен и сколько специалистов высокой квалификации было задействовано в съемках. Очень хорошо, что Димаш продолжил славные традиции – снимать фильм о фильме сразу на месте работы, когда свежи впечатления и все в сборе. Ранее мы уже видели подобный фильм о выступлении Димаша в США с милыми подробностями закулисной жизни артиста. Надеемся, что хорошая традиция освещать процесс работы будет и далее продолжаться с тем же успехом. Вы заметили, друзья, что вокруг Димаша в любых ситуациях всегда формируется отличная профессиональная команда. И в этот раз на съемках клипа были собраны лучшие специалисты. Такими силами можно снимать даже полнометражный фильм. Кудайберген в своем повествовании отмечает вниманием милую девушку по имени Анна. Она уже была обласкана певцом за ее труды во время создания рекламного ролика с футболистами. Материться можно? Было непросто. Тогда съемки затянулись до поздней ночи, но все справились. Приятно, что в работе была задействована известная каскадерская группа «Казах Юнион», которая работала над многими известными кинокартинами как казахстанского, так и зарубежного производства. Среди них «Неудержимые 2», «Дневной дозор», «Кочевник», «Рэкетир» и другие. Многие зрители отметили забавный эпизод съемок клипа, в котором Димаш извинялся за то, что не смог разбить бутылку о голову каскадера. Скорее всего, бутыль была сделана из специального состава карамели, чтобы могла легко раскалываться от удара. Артист не смог сразу пересилить себя и ударить старшего по возрасту. Съемочной командой было затрачено немало усилий для достижения зрелищности. Группа девушек из кардебалета прибыла в Алматы и проработала 12 часов съемочного дня, а появилась всего лишь на десяток секунд в кадре.
При всей грандиозности сцены, когда на первом плане появился Димаш, внимательные зрители все-таки разглядели, что кардебалет двигался несколько в разнобой. Зато фото с девушками получились весьма красочными и настолько, что сам артист опубликовал кадр с ними у себя в Инстаграм. Жаль, что Кудайберген в видео о съемках не сделал акцента на локациях работы, например, на грандиозном здании отеля Royal Tulip Алматы по улице Оспанова. Его просторные залы заслуживают отдельного внимания. Несмотря на подробный рассказ об участниках съемках клипа, так и осталась загадкой, кто же та девушка, что исполнила роль певицы в клипе. Красавица, фото с которой Димаш опубликовал у себя на страницах в соцсетях. Пока известно лишь то, что она модель, и еще никнейм в Инстаграм. Не знаем, как она ходит по подиуму, но в клипе по скользкому полу бегала на каблуках с трудом. Зато она мило улыбается и, похоже, нравится артисту. Уж в клипе точно. Остается надеяться, что она казашка и из хорошей семьи. Впрочем, опытный зритель поймет, что Димаш и девушка-модель только коллеги по работе. Кудайберген в своем видео о съемках также скромно умолчал о спонсорах клипа. Конечно, в клипе певец не случайно показал крупным планом рекламный продукт и показательно выпил его. В фильме «Бэкстейдже» артист уже пил другой напиток. Да, такое время нужно где-то брать деньги на производство клипов. Ранее спонсором праздника жизни, производства музыкальных видео на песни «Любовь уставших лебедей» и «Знай» выступал автор стихов Михаил Гуцериев. Были выделены астрономические суммы для работы режиссера Алана Бадоева, что позволило украинскому режиссеру выбрать для работы несколько экзотических локаций в Исландии и заодно неплохо отдохнуть и искупаться в термальных источниках острова. Как вы помните, в конце видео «Be With Me» появляется надпись «To Be Continued». Из выступлений перед камерой Димаша, Радислава и последнего кадра клипа следует, что нас ожидает и вторая серия повествования. Надеемся, с теми же героями и с продолжением сюжетной линии. Радислав, говоря о работе с Димашем, произнес такие слова: «История этих клипов. Приготовить 2 истории, вам понравятся эти работы. Так что вполне возможно, вторая часть уже снята, припасена до нужного момента и ждет, когда мы с вами отдышимся от нахлынувших чувств и эмоций, чтобы потом поразить нас новым творческим продуктом». Итак, будем ждать еще одной работы от Димаша и его команды в том же стиле и с тем же напором. Осталось только догадаться, на какую песню будет продолжение. А вы, друзья, как считаете? Всем большой рахмет! Very, very miss you. Very love you. Many, many kisses for you. Bye bye.